Сейчас выберем хороший ламинат. Из чего они состоят? Рубашка, плита. Всегда точно написано. Если не написано, значит что-то не так. Так, начинаем наши мощные тесты. 1300, 1300, лепится. Чтобы ваш пол был как на картинке, монтажник должен быть достоин той плитки, которую вы купили. Мое почтение! С вами, как всегда, Сергей Кодолов. И сегодня мы продолжим цикл роликов про ламинат и плиточку ПВХ. Сегодня будет такой позитивный ролик. Хочу рассказать, как нас обманывают в магазинах. Хочу показать на примерах, как этого избежать. И хочу показать тесты, чтобы все было предельно понятно. Первое. Что мы, когда приходим в магазин, мы хотим ламинат европейский, немецкий, бельгийский, еще какой-нибудь. Мы приходим, говорим, это бельгийский, они говорят да, но чаще всего это не так. Очень легко проверить. Засылаем. Вот, например, у нас тут, плиточка ПВХ. Написано, сделано в России. Должно быть обязательно написано, где сделано. Номер 2. Made in Belgium. Я думаю, что мы еще подсъемочки сделаем, чтобы было лучше видно. Давай, номер 3. Тут видно даже без подсъемочек. Made in Korea. Всегда точно написано. Если не написано, значит что-то не так. Если вам говорят, что это сделано в Германии, но не написано, что сделано в Германии, значит, скорее всего, сделано в Китае. И просто вам об этом не говорят. Вот и все. Российская таможня дает ввозить из Германии Made in Германия, из Кореи Made in Korea, не дает ввозить, например, из Китая сделано в Германии. Не дает. Либо дает ввозить без опознавательных знаков. Все. Российская таможня молодцы. Важный момент для тех, кто разбирается в географии, во флагах и во всех остальных делах. Можно завести плитку из Китая. На ней не будет написано Made in Germany, но можно приклеить немецкий флаг на него. И тогда вы сможете подумать, что она из Германии. Но если не написано Made in Germany, это неправда. Значит, она не из Германии, а из Китая. Для любой другой страны, не только для Германии, также справедливо. Также важно сказать в защиту вообще всех материалов. Часто вы, прежде чем что-то купить, смотрите отзывы в интернете, и про материалы часто есть много плохих отзывов. Про разные материалы много плохих отзывов. Чаще всего это проблема монтажников. В целом, когда материал заезжает в нашу страну, когда он продается в магазинах, чаще всего в 99% случаев он неплохой. Особенно, когда вы только его положили, он 100% неплохой. И если он там сразу разлезся, то, скорее всего, это косяка упороли монтажники, а не дефект в самой продукции. Сейчас выберем хороший ламинат. Засылай. Чтобы нам выбрать хороший ламинат, нам нужно знать его плотность. На сайте каждого уважающего себя производителя есть плотность, испытания, все есть по его ламинату. Чем больше плотность, тем меньше ламинат впитывает в себя влагу. Соответственно, он не впитывает влагу, геометрия его не меняется, он не расширяется, и он у вас, соответственно, не расходится, живет с вами долго и счастливо. Но, например, в больших магазинах низких цен вы плотности не увидите вообще. Лежит ламинат, написана на него цена, все, покупай. Это прямая обманка. Берете ламинат, смотрите плотность. Если в магазине, опять же, могут где-то наврать на ценниках, да, можно посмотреть прямо на сайте, и тогда вы легко выберете хороший по плотности ламинат, который будет служить вам долго, верой и правдой. По поводу плотности есть неплохая история. У одного человека, сидящего в зрителях, кот взял, нассал на полу, и замки разошлись, ламинат вздулся. Что нужно сделать в этом случае? Первое. Надо дать по жопе коту хорошенечко, чтобы он запомнил все это дело. Второе. Надо переложить ламинат. А если бы у него был более плотный ламинат, тогда он бы легче выдерживал кота и все его проделки. Будьте внимательны. Если у вас есть кот, не покупайте ламинат с маленькой плотностью. Следующий миф, который мы слышим в магазинах. Давай, для примера засылай следующую. У меня тут две ламинатины. У одной крашеная фаска, у одной фаска ламинированная. Часто в магазинах нам говорят, берите с фаской, это даст вам дополнительную защиту от влаги. Ничего вам это не даст. Как делается фаска крашеная, значит? Ламинат выпускается полностью, все, готовый, ламинированный. Потом фрезой вот так вот проходит по периметру, получается фаска, красят ее, все, крашеная фаска готова. С ламинированной немного не так. Сначала делают фаску фрезой,
Потом сверху все это дело ламинируют. И вот у нас получается ламинированная фаска, крашеная фаска. К защите от воды не имеет вообще никакого отношения. Ламинат без фаски, если у вас пол кривой, то очень хорошо будет видно просто вот эти вот перепады на стыке ламината. А с фаской видно меньше. С фаской можно сделать красивее, но к защите от воды вообще никакого отношения не имеет. И еще один нюанс, но уже с плиткой ПВХ. Часто люди, когда покупают клеевую плитку ПВХ, они начинают видеть швы на своей плитке. Хотя должно быть оно все как с картинки. Почему? Давай, засылай. Вот у нас наша клеевая плиточка ПВХ. Часто монтажники делают как? Положили сюда, хоп, клей здесь еще такой вышел на швах. Ну, хорошо, когда клей вышел, да, значит полная заполняемость, все. Нет, нехорошо, это неправильно. А надо делать так. Первая плиточка у нас лежит, вторую мы короткой стороной раз, и потом длинная укладывается, без всякого шва. И тогда будет все как на картинке. А что все-таки получается, когда человек берет так вот придвигает? Клей вылезает чуть-чуть, да? Все, получается уже плитка с идеальной геометрией, Здесь немножечко клей вылез, ну, поначалу не сильно-то видно. Потом он начинает немножко загрязняться. А так как он на водной основе, когда вы полы моете, он потом водой вообще вымывается. И у вас между плиткой получаются черные швы, которых быть-то вообще и не должно. В чем у нас тут физика процесса, когда мы укладываем неправильно? Когда мы придвигаем вот так, у нас получается небольшой шов, и мы еще укладываем все это дело в разбежку. Геометрия этого плитки идеальная. И у нас впоследствии следующие плиточки укладываем, и швы могут просто не сойтись потом. Это будет видно, это будет некрасиво, а нам надо, чтобы было красиво. И теперь еще одна классная история про цены на ламинат. Расставляй. Номер 1, номер 2, номер 3. Красота. Казалось бы, абсолютно одинаковый ламинат, но нет. У них разная стоимость. 700 рублей за квадрат, 900 рублей за квадрат, 1000 рублей за квадрат. Что такое? Из чего они состоят? Рубашка, плита. Плотность у них одна и та же. Рубашка, вот этот принт, один и тот же. Единственное, чем они отличаются, это замком, ну потому что он патентуется, нельзя скопировать замок, и геометрией. А вот сама плита производится. Эти ребята производят сами, все, полный цикл производят сами. А эти ребята плиту закупают у соседнего производителя, скажем так. И поэтому они стоят сильно дороже, чем вот этот. А так все одно и то же, только цена разная. От бренда зависит. А теперь небольшой бонус про линолеум, который поможет сэкономить вам немножко денежек. Давай, засылай. Как выбрать линолеум в ваше коммерческое помещение? Линолеум номер 1. Толщина 2 мм, 0,7 защитный слой. Подойдет, если вы продаете яблоки в каком-то людном месте, у вас постоянно ходят люди, ноги не вытирают, камни в ботинке у них забиваются, химические реагенты, все вынесет. Линолеум номер 2. У него 1,8 толщина, но защитный слой меньше, чем у этого, 0,4 мм. Он подойдет уже туда, где тоже сильная проходимость, но меньше, чем у этого. Скажем так, у вас там торговый центр, вы продаете стройматериалы, например, и у вас там люди так не ходят часто. Он вполне подойдет. Тоже камни в ботинки попадают, ничего страшного, он все перенесет. Следующий линолеум, эти все были на спрессованной основе. А этот пошел уже, он такой потолще, он на вспененной основе. Общая толщина у него 2,4, защитный слой 0,6. Он идеально подойдет, если люди уже ноги вытирают, люди уже ходят, все там прилично. В гостиницу, в коридор, там на кухню подойдет как надо. Вообще, все будет идеально. И следующий линолеум, вообще такой, он тоже вспененный, мягенький, защитный слой у него 0,4. Подойдет в такой офис для своих, да, где люди уже полностью прилично себя ведут, или переобуваются, или очень хорошо вытирают ноги. То есть будет служить верой и правдой вам, будете горя не знать. И последний лайфхак. Чтобы весь этот линолеум служил вам вообще невероятное количество лет, вы его весь абсолютно без разбора приклеиваете. И тогда жизнь ваша будет светлая, дети умные, жены радостные. Приклеивайте, и все будет у вас хорошо. На этом моменте я хотел бы сказать, что и ламинаты, и образцы, и консультации нам предоставили наши друзья, где мы, собственно говоря, и снимаемся. Хочу вам показать, где они находятся, да?
Это Бородинская, наша любимая во Владивостоке. Строитель, второй вход. Пойдемте покажу. На самом деле на Бородинской что-то найти весьма сложно. Но можно. У них, кстати говоря, по плинтусам есть магазинчик, новый открылся не так давно. Тоже стоит зайти, если вам нужны плинтуса. И сейчас вы попадете в святая святых просто. О, такое место большое, красивое, но вы никогда не догадаетесь, что нужно пойти наверх. Заходим сюда, теперь поворачиваем сюда. Стрелочка, павильон номер 4. И видим это место, хватаемся за ручку, открываем и такие... Вот, собственно говоря, здесь и произойдет вся магия. Так, начинаем наши мощные тесты. Первое, будем тестировать замок. Вот у нас две плитки ПВХ, да? Вот смотрим замок. Замок на месте. Что здесь? Все, он целенький, хорошенький. Что здесь тоже? Все, замок целенький, хорошенький. Все у него красиво. Собираем. Ну да, лупить. Собрали замочек. Раз. Готово. Два. Готово. Берем образец номер 1. Не получается. Образец номер 2. Легко. Почему? Потому что профиль замка дешевый, не особо качественный, а здесь дорогой профиль замка и качественный. Вот таким простым методом вы можете проверить прямо в магазине, хороший замок или плохой. Еще одна важная штука. Типы замков. Два основных типа. Классический и Unifit. Собираются они по-разному. Когда вы покупаете ламинат, если у вас монтажники не особо опытные, обязательно спросите, как это собирается. Вам это сэкономит много денег, чтобы монтажник просто не разломал ваши замки на ламинате. Easy. Чтобы ваш пол был как на картинке, монтажник должен быть достоин той плитки, которую вы купили. Теперь сейчас попробуем провести дроп-тест. Значит, у нас есть вот такое вот ядро, у нас есть вот такая вот колба, и будем со всего размаху, со всей этой праведной мощи лупить в наш ламинат. Плотность у первого 800, у последнего 1100. И так примерно по полтиннику, по сотке градация у нас вот такая идет. Посмотрим сейчас, на чем будет оставаться вмятины, на чем не будут. Будем делать с дохлого и до самого мощного. И посмотрим, на ком будут разрывы, на ком не будут. Поехали. Итак, 3, 2, 1, бомба! Ба-бам! Смотрим. Дырка есть. Ну, кстати, не такая-то и большая на самом деле, но есть все равно. То есть выглядит наше ядро вот таким вот образом. Тут такая пика специальная, специально, чтобы пробивала. Ну, пробила. Ну, кстати говоря, не так-то и сильно для такого-то снаряда. Так, следующее. Раз. Втыкаем. 850. Та-да! Вскрываем. Ну, чуть-чуть совсем пробило. Но тоже пробило. Но чуть-чуть. Следующее, значит. 880. Давай. Бомба. Тоже пробило. Блин, даже посильнее нет. Хотя этот просто потемнее. Тоже пробило. Тоже весьма неплохо. Ладно. Следующий претендент. 900. Взрывай. Ну что, 900? Что нам скажет 900? 900 нам скажет, что его тоже... Ну, этого совсем чуть-чуть прямо. Я прямо пальцем, ну, почти не чувствую, честно говоря. Такой кружочек есть, но не развалило. Ну и последний, на кого ставится вся надежда. 1100. Ну что, давай. Бах! О, ну почти нет совсем. Ну, кружочек видать, но пальцем вообще практически не чувствуется. То есть тут чувствуется сильно больше в сравнении с этим. Почти ничего не произошло. Вывод, короче, простой. Чем плотнее плита, тем меньше она пробивается. Ну, последние вообще, ну, практически не пробились. Кстати, а по деньгам мы можем градацию вывести такую? 700, 850, 770, 1300,
1300 лепится. Вывод какой? Чем плотнее ламинат, тем он дороже, в него используется больше сырья, используются более дорогие технологии его изготовления. И, соответственно, в больших магазинах с очень низкими ценами вы такого ламината просто не найдете. Вот и все. Настало время умирать плитки ПВХ разных сортов. Полетели. Так. Первое. Да-да. Так, смотрим. Вообще ничего. Прям совсем чуть-чуть. Самая дохлая плитка ПВХ. Окей, хорошо. Следующее. Руби как маньяк. Бах! Что у нее? Ну, если у той было почти ничего, то у этой, ну, может быть, я чуть-чуть чувствую, а возможно, это просто текстура дерева. Так. Теперь вообще мощно. Еще мощнее. Все это LVT-шечки. Давай. Та-да! Вообще ничего, даже вообще не чувствуется абсолютно. Следующий. Лети, моя звезда. Бам! Ну что? Ну ладно. Так, и теперь, ладно, LVT кончились. Пошли. SPC. Stone Plastic Compound. Взрываем атмосферу. Бум! Ну, даже смешно говорить, короче. Ладно. Так, и последний, но не по значению, самый жирный. Как пояс пассажирный. Давай. Ну, короче, ну, настолько чисто, насколько это возможно вообще. Что здесь, что здесь. Ну, честно говоря, просто даже нечего показывать. На первой, ну, может быть, ну, вот здесь вот видно вот какая-то зазубринка. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть, но... Ну, чем мы били, да? И по сравнению с ламинатом, ну, это вообще просто смех. Вообще, считай, все целые. Если рассматривать плитку ПВХ на дроп-тесте, то показала она себя в среднем лучше ламината. Но если рассматривать ее среди плиток ПВХ, то дешевая плитка ПВХ тонкослойная, в ней меньше материала, хуже технологий, она показала себя хуже, чем, ну, соответственно, мощные плитки ПВХ, ну, что вполне ожидаемо. Важно сказать, что любое напольное покрытие нужно класть на сухую стяжку. Как проверить, сухая она или нет? Специальных приборов обычно у вас нет настройки, чтобы это проверять. Есть дедовский метод. Берете салфеточку обычную, накрываете или бумагу там, накрываете сверху пленкой и на 24 часа оставляете. Потом открываете, смотрите, если там конденсат скопился, да, салфетка оказалась мокрая, значит укладывать нельзя. Вот так все просто. Как вы заметили, я сегодня не в офисе, мы находимся в магазине у наших товарищей. Хочу сказать им большое спасибо за то, что они дали нам много полезного, дали нам образцы, поделились своими знаниями. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, и они вам на них ответят. А с вами, как всегда, был Сергей Кодолов. От души, друзья!